Маршрут нашего путешествия по Черногории лежит через национальные парки Ловчин, Дурмитр и Проклятие, каньоны рек Тара и Мороча, Скадарское озеро, побережье Адриатики и Которскую бухту. Эй, детка, хочешь прокатиться? Мы арендовали машину в Тивате и отправились в путь. От Котора до национального парка Ловчин ведет серпантин с самыми лучшими видами на залив. Мы посмотрели парк с мавзолеем Негоша проездом и направились в Жабляк. В Жаблике мы остановились на 2 ночи, чтобы уделить целый день парку Дурмитр. Оказалось, что вход на гору невозможен, потому что все в снегу. И, соответственно, вверх мы не полезем. И ледяная пещера тоже закрыта. Ну, зато мы посмотрим на озеро, прогуляемся еще где-нибудь. Погода в Дурмитере может резко отличаться от той, что стоит на Черногорском побережье. В начале мая большая часть треков может быть закрыта из-за снега, который еще не успевает сойти к этому времени. В итоге мы случайно забрели вверх по заснеженному склону и узнали, что маршруты в Дурмитере могут быть довольно опасны. Здесь узкая тропинка. Я очень боюсь, что сюда не будет. Нам сюда пропасть. Виды потрясающие, шикарные. Нам давно так не было страшно. Это ужас. Короче, сюда надо ползти по скале просто через провешенные веревки, через канаты. И внизу пропасть с обоих, сука, сторон. Смотри, зато вид. Мы еле-еле нашли путь вниз между скал и спустились по снегу, осыпающемуся у нас под ногами. Вы когда-нибудь пробовали спускаться по черной трассе на ножках? А вот мы попробуем. Вот уже теперь не очень было весело. На следующий день мы направились к смотровой площадке на каньон реки Тара. Мы смотрим каньон реки Тара. Второй по глубине каньон на земле после Большого каньона в Штатах. Ну, дух захватывает уже сейчас, а мы еще и не дошли. Вот мы опять забрались в очередное место, где нам страшно. Ае. Да, огромная высота, по-моему, там около километра вниз. Просто вот так вот лететь. Вот там еще глубже река Тара находится. Мы к ней сейчас подойдем. Мост Джурджевича – одна из визитных карточек Черногории. Его высота в максимальной точке более 170 метров, и окружающие пейзажи стоят того, чтобы сюда заехать. От моста мы направились к национальному парку Проклятие по живописному шоссе вдоль каньона. По мере приближения к албанской границе места вокруг приобретали все более дикий вид. Мы находимся в национальном парке Проклятие, что на местном языке значит проклятие. Название эта местность получила из-за сволочного характера этих гор, судя по всему. И на одну из них мы сегодня залезем.
Проклятии мы решили отправиться в однодневный поход на гору Волушница. Здесь очень крутой лес, видно, куда падает солнышко, потому что там растут зеленые всякие ништяки. Видно, куда не падает солнышко, потому что там снег и грязь. В общем, и все такое весеннее, еще расцветающее. Очень круто, мне очень нравится. Мы поднялись! Ей! Очень холодно и ветрено. За нами Албания, вон там солнечная. Солнечная Албания. Не такая солнечная Мрачная Черногория. Монтенегро. Да. Мы были в треке в гордом одиночестве и не встретили ни души во всем национальном парке. Хайк занял почти весь световой день, но того стоил. Величественные гранитные скалы, покрытые снегом, панорамные виды гор восхитительны. Мы тут ходим по склонам, от одного взгляда на которых нам просто становится страшно. Да. Вроде как бы ты понимаешь, что ты вроде не боишься высоты, но вот это очень страшно сейчас. Я вот боюсь высоты, если честно. И мне сейчас довольно жутко. Жутко, но весело. Смешно и страшно. В этой точке мы заканчиваем наш подъем и начинаем наш спуск. Юху! Спуск вот туда, вниз. Надеюсь, там будет меньше ветра. Адреналина столько, что вниз. Погнали, холодно. Я вижу вон там тропинку. На наш взгляд, именно дикой красоты горы являются лучшей частью Черногории, и мы бы с удовольствием провели там еще несколько дней. От Проклятий мы направились к Скадарскому озеру через каньон реки Мороча. На Скадарском озере мы заехали в старинную деревушку Гадинье, по которой можно прогуляться часок, чтобы почувствовать балканский колорит. Наверное, самым красивым местом в районе Скадарского озера является обзорная площадка Павлова Страна, откуда открывается вид на реку и отдаленные холмы. От Павловой Страны серпантин выходит к живописной дороге над побережьем. Оставшиеся 2 дня путешествия мы посвятили осмотру городков Адриатического побережья и Которской бухты. Мы остановились на ночь в чудесном тихом Петроваце, который понравился нам намного больше, чем Будва. Райское местечко. Очень сильно холодное. Вдалеке видно остров Святого Стефана, куда нас не пустили. Сказали, что мы рылом не вышли. Хотела прибухнуть, посмотрела на цены и поняла, что не так уж сильно я хочу прибухнуть. Мы обнаружили остров, на котором тусуется наша версия, что тайные повелители мира находятся именно здесь. Короче, бестолковое место Бестолковое Святый Стефан. место. Ничего нельзя. Набережная Буквы – это что-то среднее между Ниццей и Черноморским И побережьем. ближе к Черноморскому побережью все-таки. Можно долго исследовать побережье Черногории с десятками древних и живописных городков и деревень. Сегодня мы в Херцег-Нове. Это последний город, который мы сегодня посетим во время нашего путешествия в Черногорию.
Мы остановились в Херцег-Нове, спокойном месте с интересным рельефом и старой архитектурой. Последний вечер в Черногории мы провели, гуляя по его извилистым лестницам и набережной. Напоследок мы заглянули в крохотный Пираст, откуда ходят лодки к церкви Божией Матери на рифе посреди Которской бухты. В итоге за 8 дней мы посмотрели Черногорию во всем ее разнообразии, от высоких гор до пляжей. Конечно же, список примечательных мест Монтенегро этим не исчерпывается. Пишите в комментариях, что еще стоило посмотреть. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Впереди много интересного.